Ветер выл, словно раненый зверь, бросая в лицо острые иглы снега. Арктика не прощает ошибок, не прощает высокомерия. Она требует свою цену с каждого, кто осмелится нарушить ее ледяное спокойствие. Уильям Картер застегнул последний клапан термокостюма и поднял взгляд к небу, искривленному бушующей метелью. Сквозь плотную серую пелену едва проглядывало солнце, тусклый, размытый круг, не дававший ни света, ни тепла. Радиостанция в кармане зашипела. «Доктор Картер, вертолет готов, пора уходить». Он коротко подтвердил получение сообщения и бросил последний взгляд на временный лагерь экспедиции. 6 утепленных палаток, 2 снегохода и группа уставших ученых. Теперь от их действий зависело выживание всего человечества. Как все началось, Картер помнил каждую деталь, хотя иногда ему казалось, что все, что произошло за последние недели, лишь странный, лихорадочный сон. Конец ноября 2024 года выдался необычно холодным. Даже по меркам зимы спутник НАТО, проводивший рутинное сканирование самых удаленных районов Арктики, неожиданно зафиксировал аномалию – странный металлический погребенный глубоко под арктическим льдом. Первый анализ не вызвал особых опасений, вероятно. Это был очередной обломок советского самолета времен Холодной войны. Подобные находки случались и раньше. Однако, когда фотографии легли на стол Уильяму Картеру, известному морскому археологу, специализирующемуся на затонувших судах Второй мировой войны, он сразу почувствовал необъяснимое беспокойство. Очертания объекта нельзя было спутать ни с чем. Перед ним были контуры подводной лодки. И не просто подлодки, а немецкой «Ю-Бут», одного из тех смертоносных субмаринов, что наводили ужасно союзные конвои. «Это невозможно», — тихо прошептал Картер. Вглядываясь в снимки, здесь не может быть немецких подлодок. Он немедленно связался с военно-морскими архивами. Реакция была предсказуемой, полное недоумение. Официальные документы не содержали ни единого упоминания о пропавших немецких подлодках в этом секторе Арктики. Более того, согласно историческим данным, нацистский флот никогда официально не проводил операции в этом регионе. Спустя 3 дня после обнаружения аномалии была сформирована международная исследовательская группа, 6 ведущих ученых в области морской археологии, военной истории и биологии, 3 специалиста по безопасности и 2 пилота. Группе был присвоен высокий уровень секретности. Информация об обнаруженной находке не должна была выйти за пределы узкого круга посвященных. Картера назначили руководителем экспедиции. Перед отправкой Картер был вызван на закрытую встречу с представителями НАТО и Северного флота России. Это было беспрецедентное сотрудничество, явный знак того, насколько серьезна была находка. Доктор Картер обратился к нему седовласый американский адмирал, если то, что вы обнаружили, действительно немецкая подлодка времен Второй мировой войны. Возникает логичный вопрос, что она делала так далеко от известных театров военных действий. Российский контр-адмирал, сидевший напротив, медленно кивнул и добавил, и что еще важнее, что она могла привезти с собой, чтобы оправдать столь рискованную экспедицию. Найти ответы на эти тревожные вопросы – вот была настоящая цель предстоящей опасной миссии в ледяной пустыне Арктики. Спустя несколько дней грузовой вертолет с глухим грохотом опустился на площадку, в спешке очищенную от снега. Пилот дал понять, что ждать не будет, погода стремительно ухудшалась. Высадка произошла всего в 2 километрах от предполагаемого местоположения подлодки. Казалось бы, расстояние небольшое, но в условиях арктической метели каждый шаг давался с огромным трудом.
Еще до того, как группа достигла цели, Хелена Брукс, биолог экспедиции, заметила что-то странное в безжизненном арктическом пейзаже, где, казалось, не может существовать ничто живое. Их постоянно сопровождали едва различимые силуэты, появляющиеся то здесь, то там, среди ледяных просторов. Это были арктические волки. По крайней мере, дюжина хищников бесшумно скользила вдоль снежных дюн, они держались на расстоянии, не приближаясь, но и не отступая. «Уильям, это ненормально!» — крикнула Хелена. Перекрывая вой ветра, волки так не ведут себя рядом с людьми. Они либо нападают, либо убегают. Картер кивнул, но лишь пожал плечами, отмечая про себя странность ситуации. Сейчас его заботило только одно — объект подо льдом. После 4 изнурительных часов пути они, наконец, достигли нужных координат. Ветер, словно по команде, внезапно стих, наступила тревожная тишина, нарушаемая только их тяжелым дыханием. Волки остановились по периметру. Образуя почти идеальный круг, их желтые глаза неотрывно следили за каждым движением людей, будто часовые на посту, пробормотал один из специалистов по безопасности, нервно сжимая автомат, используя портативные рада. Команда быстро определила точное местоположение подводной лодки и начала раскопки. Лед неожиданно легко поддался, как будто сам арктический регион помогал им раскрыть свою тайну. После 8 часов непрерывной работы они открыли часть корпуса, и все сомнения были развеяны. Перед ними был подводный корабль типа Демаради, один из самых современных подводных кораблей Третьего Рейха. Но больше всего их поразила целостность судна. Нет видимых повреждений корпуса, нет признаков коррозии. Казалось, что лодка затонула не во время Второй мировой войны, а всего лишь пару лет назад. Это противоречило всем законам природы. К концу 2-го дня они освободили люк главного входа. Момент истины настал. Картер в защитном костюме медленно открыл тяжелую металлическую дверь с помощью специалистов. Петли скрипнули долгим звуком, нарушив смертельную тишину арктической пустыни. Волки, которые все это время оставались неподвижными, наблюдая за происходящим, одновременно подняли головы и издали длинный вой. Внутри подводной лодки их встретила ужасная картина. Весь экипаж, около 50 человек, находился на своих местах. Но все они были мертвы. Картер, который видел множество затонувших судов с мертвыми экипажами, никогда не видел ничего подобного. Тела моряков не разложились, они не были подвержены воздействию морской воды или животных. Казалось, они погибли мгновенно, навсегда замороженные в своем последнем движении. Один офицер замер, подняв карандаш над журналом, другой с чашкой у губерний. Третий тянул руку к радиостанции. «Боже мой!» – прошептала Хелена. Осматривая ближайшее тело, они как экспонаты в музее. Но это невозможно, ни одно. Но известное науке условие не могло бы так сохранить органическое вещество. Картер тихо направился к каюте капитана. Он знал, что если они хотят понять, что случилось с этим судном, все ответы нужно искать там. Каучка капитана была заперта изнутри. Им пришлось использовать специальное оборудование, чтобы открыть дверь, не повредив содержимое комнаты. За столом сидел капитан подводной лодки. Средних лет офицер с изможденным лицом. Его корабельный журнал был открыт перед ним, а его рука сжимала пистолет «Люгер». Пуля вошла в висок, это был единственный член экипажа, который умер не от таинственной причины, а по собственной воле, осторожно снимая журнал. Картер почувствовал, как холодный пот скатывается по спине. Несмотря на термокостюм, он хорошо знал немецкий, это было необходимо в его профессии. Последние записи, сделанные капитаном,
наконец-то раскрыли жуткую правду 28 апреля 1945 года. Мы получили приказ напрямую из Берлина. Операция «Рагнарёк», кодировка с высшим приоритетом. Никто, кроме меня, не знает истинную цель нашей миссии. Экипажу сказано, что мы эвакуируем важных ученых и документацию. Груз прибудет ночью, 29 апреля 1945 года. Груз был доставлен. 6 контейнеров с биологическими материалами из лаборатории 1. Профессор Штраус настоял на личном сопровождении. По инструкции материалы должны быть доставлены на секретную базу в Антарктиде. Если союзники победят, это будет наше последнее оружие мести. 2 мая 1945 года. Радиосообщение от командования. Берлин пал, фюрер мертв, но приказ остается в силе. Мы — последняя надежда Рейха. 5 мая 1945 года. Профессор Штраус становится все более нервным, закрыт в лаборатории часами, что-то идет не по плану. 7 мая 1945 года. Катастрофа. Штраус сообщил, что один из контейнеров нестабилен. Я пытался что-то исправить. Но, боже, что я сделал? Приняв эту миссию, я подписал смертный приговор всему экипажу. Эффект был мгновенным, люди просто застыли, без судорог, без агонии, они замерзли навсегда, как восковые фигуры. Я запечатал свою каюту и включил автономную вентиляцию. Но это всего лишь задержка. Груз слишком опасен, чтобы попасть в руки кого-то другого. Молюсь, чтобы арктический лед навсегда похоронил этот подводную лодку вместе со всем ее смертельным содержимым. Прости нас, Господи. Картер медленно закрыл журнал и посмотрел на Хелену, которая подошла ближе. В ее глазах отражался ужас осознания. «Мы должны немедленно эвакуировать и навсегда запечатать эту лодку», — твердо сказала она. Здесь находятся нацистские биологические оружия, которые остаются смертельными даже через 80 лет. Судя по тому, что мы видели, это страшное вещество способно мгновенно убить миллионы людей на планете, если оно выйдет наружу. Специалист по безопасности связался с командованием и передал код угрозы критической опасности. Через час на месте раскопок появились 3 военных вертолета с командой ученых в защитных костюмах самого высокого уровня защиты. Началась операция по сохранению подводной лодки. Работы продолжались без перерыва 3 дня. Лодка была тщательно осмотрена. Контейнеры с биологическим материалом были дополнительно запечатаны и оставлены на месте. Любые попытки их транспортировать могли привести к непредсказуемым последствиям. Вся территория была объявлена закрытой зоной с круглосуточным мониторингом с космоса и автоматических наблюдательных станций. На последний день, когда основная работа была завершена, Хелена вновь обратила внимание Картера на волков, которые не покидали периметр ни на минуту. «Знаешь, Уильям, — сказала она задумчиво, — у меня есть теория. Эти волки, они охраняют это место десятилетиями. Как-то они почувствовали опасность под льдом и инстинктивно не позволили другим животным приближаться сюда. Более того, они, вероятно, пугали людей, случайно забредших в эти места». Картер внимательно посмотрел на ближайшего волка, крупного самца с побледневшей мордой. Животное спокойно встретило его взгляд. В его желтых глазах не было ни страха, ни агрессии, только некое древнее и непостижимое знание. «Ты думаешь, это возможно?» — спокойно спросил он. В природе есть много примеров, когда животные чувствуют опасность намного раньше людей. Землетрясения, цунами, вулканические извержения. Почему бы им не почувствовать биологическую угрозу? Хелена пожала плечами. Эти волки могли передавать это знание из поколения в поколение.
держаться подальше от опасных мест, но не позволять ничего живого приблизиться сюда. Когда загрузка оборудования была завершена и вся команда приготовилась к отъезду, Картер на мгновение остановился на краю лагеря. Стая волков медленно разошлась, заняв свои привычные позиции вокруг того места, где смертельная подводная лодка Третьего Рейха теперь надежно скрыта под слоем снова замерзшего льда. «Спасибо», — тихо сказал Картер, не обращаясь ни к кому конкретно, а просто глядя в бескрайний ледяной пустырь. В ответ старейшина стаи с серой шерстью повернул голову и, казалось, слегка кивнул, принимая благодарность. Затем он издал низкий вой, которому отозвался весь остальной прайд. Древний звук, такой же старый, как и сама земля, эхом пронесся по безмолвному льду, напоминая нам, что иногда самые надежные стражи человечества — это не люди, а существа, которых мы наивно считаем примитивными и бессмысленными. Картер долго слышал этот протяжный волчий вой, даже когда вертолет поднялся высоко над белым пустынным ландшафтом, унося исследователей от одной из самых ужасных тайн прошлого века, которая, благодаря необыкновенному совпадению обстоятельств и молчаливому наблюдению волка, не стала страшным кошмаром 21 века.